Представители знака зодиака Весы, здравствуйте. Таро расклад. Что ждет? Узнай будущее. Таро прогноз на 10 дней, на декаду с 21 по 31 января. Вот давайте узнаем через карты, каковы события ближайшего будущего, ближайших дней, с чем это может быть связано. У нас первая колода – это оракул Ленорман. И мы не задаем вопросов, а просто рассматриваем те сферы жизни или события, которые могут быть связаны с вашей жизнью в этот период времени. А после мы дополним картами Таро и узнаем, раскроем несколько. Больше, конечно, Таро нам передает психоэмоциональное наше восприятие, но проясним какие-то вопросы, как и по части основных сфер жизни, так и в неожиданностях. Или в чем ваша сила? Но сначала 4 карты. Давайте достанем. Что же за события ближайшего будущего ожидает ваш знак зодиака в эти 10 дней? Будем реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но, может быть, мы с вами проведем приятное время, я на это надеюсь, и какие-то карты откликнутся в вашей душе. Любой общий прогноз, когда мы смотрим, мы все равно какую-то свою ситуацию обдумываем. Итак, события ближайшего будущего. События ближайшего времени для знака зодиака Весы. С чем связаны эти события? И если мы про Таро, давайте неожиданность. Откуда она приходит? А может быть, наоборот, спокойное течение жизни. Что же для вас в неожиданностях до конца месяца января может прийти? Вторая карта у нас будет ваша сильная позиция, что вам помогает, или что само идет в руки, или в чем ваша сила. 3 сферы жизни мы рассмотрим: дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы, оформление, все то, что связано, может быть, с путешествиями по чиновникам или согласованием каких-то вопросов. Словом, дела. Энергия денег давайте узнаем. Личная жизнь. И достанем карту совет. Откроем мы ее в самом конце. Что же за события? Вот смотрите, вам как будто нужно что-то изучить или прояснить какой-то вопрос. Может быть, и буквально кто-то из вас сейчас сессионный период, например, вы сдаете экзамены, зачеты или завершаете курсы и будете готовиться к экзамену. Кто-то сдает на права, может быть, тоже надо подготовиться. Но самые разные направления. Вот для кого-то это проиграется. И есть в вашей жизни серьезный вопрос, а вы не знаете, как к нему подступиться. Тогда, скорее всего, эта карта-книга открытая будет говорить с одной стороны: держи глаза открытыми, буквально. Поступай где-то по закону. Или узнай буквально, как в отношении тебя работает закон. И есть то, что вам нужно изучить. Или у кого-то буквально вот в концепции, о которой я сказала прежде, или какое-то ваше дело, цель, намерение детализировать предстоит. И, может быть, увидеть те моменты, которые вы сейчас, они как, ну, вне вашей видимости. Тут детализировать что-то нужно. Давайте откроем вторую карту. Для кого-то из вас это будут вопросы, связанные с поездкой, с перемещением, переездом куда-то или личная жизнь. Именно в оракуле Ленорман имеется в виду всадник, как какое-то предложение или человек, который спешит к нам, может быть, навстречу, или который спешит с какой-то новостью, или, может быть, банально человек, с которым вы встречаетесь. Может быть, это знакомство, какая-то дружба или любовная история. И тогда эта карта, обратите внимание, у нас одна цифра 9 и 36. Если мы сложим вместе 36, мы тоже получим 9. И 9 по нумерологии – это перемены. Здесь могут быть перемены у вас, какие-то события с ними связаны, новости, информация по части личной жизни. Или переезд куда-то далеко, или какие-то контакты с человеком на расстоянии. Здесь у каждого по-своему. Или, может быть, вы кому-то собираетесь уехать, или вы находитесь где-то, опять же, на расстоянии. И все то, что связано с перемещением, местом вашего проживания и одновременно личной жизни, тут тоже может быть увязано. Переложите
вот эти тонкие нюансы на события своей жизни. Может быть, кому-то изучить то, что вам предлагают, правда? Почему нет? Предложение поступает, предложение руки и сердца, может быть, но есть какие-то ограничения или есть еще невыясненные темы, которые вы не успели проговорить откровенно. Тогда карта книга говорит, нет, вот ты ничего не умалчивай. Здесь будет очень важно, как с одной стороны действовать по закону, или, может быть, оформить по закону отношения, или прояснить для себя максимально какую-то ситуацию, чтобы не остаться в каком-то неведении, мои дорогие. И у нас выпадает аркан птицы. Правда, может прийти какая-либо новость, или по этой карте перемещения, или какая-то встреча тоже может проиграться. Или вы будете, например, ожидать какой-то документ, к примеру, визу для того, чтобы куда-то отправиться. Может быть, это виза по работе, и вам предстоят контакты. Все же птицы нам не говорят, что это любовная история. Тут у нас вообще бубны в оракуле прорисованы, и это больше могут быть ожидания каких-то сообщений, может быть, деловых писем или деловых контактов, разговоров, может быть, у кого-то в виде СМС или просто телефонный разговор, или буквально у кого-то встреча, и вы возлагаете тоже какие-то надежды. Я могу сказать, что вот и по делам где-то у вас в эти 10 дней что-то может проясниться, или по вашим заработкам, или если хотите поменять работу, тут тоже какая-то появляется конкретика. И, может быть, она связана, знаете, как вы себе задумали, допустим, какое-то либо дело, либо какое-то предприятие, либо мероприятие, или вашу работу поменять, или что-то осуществить. И у вас что-то решается, ну, не на 100%, а в каком-то проценте, да, когда проясняется действительно обстановка. Но есть еще и то, что вам предстоит пройти и узнать. И то же самое приблизительно может касаться личной жизни. Личная жизнь и деньги у вас на первом плане в эти 10 дней. Давайте посмотрим, что же еще за события. Ну вот деньги, скорее всего, приходят. Деньги есть. А у кого-то здесь проиграется, правда, переезд очень далеко. Все же знак рыбы сам по себе, он показывает две рыбы, плывущие в разные стороны. Поэтому у кого-то далекий переезд. На заднем плане у нас здесь корабль, один из символов Меркурия. И это много контактов, много разговоров, переговоров, каких-то соглашений. Перемены на пороге вашей жизни, буквально так. Но это что-то доброе пытается войти в вашу жизнь. Вообще очень позитивные 10 дней. Повторюсь, чтобы подвести воедино всю ту информацию, которую нам говорят карты. У вас на какой-то процент или в какой-то доле вероятности прояснится какой-то вопрос. Но и есть как будто перспектива. От чего-то нельзя отказаться, мои дорогие весы. Но есть и то, чему вы должны уделить пристальное внимание. И ни в коем случае не закрыть на это глаза, как и по части работы или бизнеса, или денег, так и по части личной жизни. Неожиданности. Вот замечтаться нельзя. Мечтает о личной жизни, о любви, молодой человек. И лицо его вдохновленное, кстати, по этой карте, хорошее настроение проходит. Позитивное, в принципе, отношение к жизни. Но замечтался он чересчур, и вот он уже себе представляет, и вот что он представляет? Себя где-то там, и у нас тут свинка с крыльями. Мы знаем, свинки не летают, поэтому не добавляйте, например, качеств человеку тому, коими он не обладает, или не дорисовывайте свое желание, предписывая, допустим, вашей теперешней обстановке, что потом что-то сложится хорошо. Нет, нужно быть реалистами. Вы сами себе где-то в неожиданностях можете нарисовать той картины или ту картину, которой нет. Или построить какие-то иллюзорные планы, а здесь нужно что-то прояснять конкретно. Вот посмотрите, полярные карты, полярные значения. Ну, мечтать это прекрасно, но спускаться на землю и прояснять, что же в нашей реальности, как приложить эту мечту и какие действия я должен осуществить, чтобы себе сделать больше каких-то положительных моментов в жизни. В чем ваша сила? Ну, решение какое-то важное будет и за вами. По тузу мечей это выход из лабиринта. Поэтому да, что-то у вас прояснится, я это сказала. Больше конкретики у вас здесь будет. И в эти 10 дней мы можем сказать, что это словно судьба помогает нам, правда,
прояснять постепенно те или иные вопросы. И наша задача увидеть, что же происходит в реальной нашей жизни. Правда, ни разу не замечтаться. Быть реалистом, я бы сказала так. Но если прежде, смотрите, у вас могла быть такая ситуация двойственная. Направо я иду или налево? Стоит мне на что-то согласиться или нет? Здесь, по крайней мере, в эти 10 дней вы точно будете видеть, что вы будете продолжать, или в каком контексте вы будете продолжать, или насколько вы готовы вкладываться в те или иные отношения, или пусть это по работе, что вас устраивает по этой работе, какие варианты вы готовы рассмотреть, или насколько человек будет готов к компромиссам, не вы к компромиссам, а человек, потому что центр ваших интересов – это будет ваша сильная позиция. Дела, работа, бизнес. И по делам, и по работе, по бизнесам всю информацию перепроверяйте. Пятерка жезлов, карта информационного хаоса. И не случайно, опять же, аркан книга и бубны. Откуда к вам приходят деньги? Или какова концепция вашего труда, заработной платы или вашего гонорара, смотря чем вы занимаетесь. Здесь может, с одной стороны, вы сами ищете какую-то информацию, тогда карта нам будет говорить, ты будешь слышать где-то и фейки, или то, чему не следует доверять, но будет в этом потоке информационном и рациональное зерно. Но прежде чем ты его выделишь вот из этой общей информации, это от тебя потребует некоторых действий или, опять же, какой-то детализации. По пятерке жезлов вы можете столкнуться с людьми, которые, ну, у вас не вызывают доверия. Такое бывает. Человек утром нам пообещал, а к вечеру он резко поменял свое мнение. Или он от чего-то отказался, или он от нас, про нас забыл. Вот здесь вы можете где-то сталкиваться с тем, что люди обещают, говорят многое, а в реальности они этого не выполняют. Поэтому надеяться на самого себя это точно стоит. И чтобы не попасть в просак, опять же, мы говорили, свинка с крыльями, свинки не летают. Что-то заранее нужно изучить, самому себе в соломке подстелить. Для кого-то буквально, может быть, по вашей работе. Это как большой социум или большое окружение, большой коллектив. И вам придется совершить много контактов. И по работе, может быть, много тоже контактов. И вы, возможно, занимаете должность как раз, когда работа с информацией – это ваша профессия. Тогда этой информации будет еще больше. Тут скучать будет некогда по делам, по работе, по вашим намерениям и целям. Что же по деньгам? У кого-то могут быть траты, связанные с домом. Как будто деньги есть. Может быть, это те деньги, которые приходят, как я сказала, в эти 10 дней. Вполне вероятно, вы получите. Или какие-то важные согласования по части денег. Вы тут можете прояснить или, ну, какую-то концепцию по финансам со знаком плюс для себя с точкой определить это точно. Но все же на деньги выпадает Луна. И, может быть, даже если деньги приходят, нам по Луне не рекомендуют их тратить. Единственный момент тут может быть такой, что если нам что-то понадобится неожиданно, допустим, дома, да, по каким-то банальным тратам, которых мы не можем отменить, то тогда внимательно мы тут должны что-то просчитать. По Луне есть всегда словно ориентиры, но нет какой-то определенности. Поэтому где-то карта может еще говорить о том, что есть, возможно, какие-то вопросы нерешенные, не закрытые у вас по финансам. И тогда вы будете думать, как это закрыть, подвести какой-то итог. Или как закрыть, к примеру, кредит. Или откуда в последующем будут поступать деньги. Есть тема финансов, которую вам нужно продумать. Будет прекрасно работать интуиция. Но Луна – это 1000 неопределенностей, поэтому карта нам где-то подсказывает через деньги. Не торопись что-то приобретать, не торопись вообще тратить, потому что, ну, есть какой-то период жизни, когда еще что-то не отстроилось. Или тебе, может быть, ты можешь с таким столкнуться моментом, когда тебе самому понадобятся деньги, а ты уже кому-то либо одолжил банально, да, или на что-то их потратил, или во что-то их вложил. Вот здесь с тратами будьте аккуратны, даже если деньги придут
для кого-то как получение гонорара в большом количестве. По части личной жизни вас тут тоже что-то может не устраивать. Хотя, в принципе, посмотрите, благополучная какая-то обстановка. Но по пажу мечей, правда, знание, сила, вот она книга. Вам выпадает, и наша девушка идет по тоненькой жердочке над обрывом. Лампочки, опять же, знания, да, значит, перепроверяйте информацию. Может быть, сами ищите информацию, может быть, с теми людьми есть смысл, если таковые имеются в вашем окружении, переговорить, которые уже сталкивались с подобной историей, или тут ведь явно какое-то намерение, цель. Тут не про любовь эта карта ни разу, а именно нам нужно что-то осуществить, или переезд осуществить, или договориться с кем-то, или согласование какое-то, может быть, и по части личной жизни тоже провести. И это сделать непросто. Поэтому вооружиться знаниями, оптимизмом. И карта нам говорит, не смотри вниз, иди вперед. Вот все равно иди вперед. Понятно, что назад мы уже не оборачиваемся, но и вниз не нужно смотреть. Имеется в виду глубина или какой-то самоанализ, или глубокая философия. Она вам сейчас абсолютно точно не поможет. Здесь помогут конкретные знания, или знания законов, или каких-то положений. Вот есть какая-то тема у вас, мои дорогие весы, которая может присутствовать в эти 10 дней по части личной жизни, которую вы должны именно прояснить. И не закрыть где-то на это глаза, а детализировать наоборот. Детализировать конкретно, не в плане углубиться и начать философию или надеяться на что-то, ну, такое призрачное. Нет, здесь у вас получится как раз вот этот сложный переход осуществить. Вот в чем вопрос. Но вы должны быть уверены в самих себе, может быть, и в каких-то дополнительных сведениях, которым вы будете посвящать как раз вот эти 10 дней. Совет. Магом быть придется. Мои дорогие весы, вы ведь тоже можете столкнуться с таким человеком, кстати, как и по работе, так и или с какими-то системами, например, да, или с какими-то высокими структурами, к примеру, или с теми лицами, которые о себе, вы о них мало знаете, а они себе много не рассказывают. Они и наоборот могут даже пытаться выглядеть некоторыми простачками, а на самом деле у них будут рычаги влияния. Вы можете столкнуться с такими людьми. Маг о себе много не расскажет никогда. Он умеет хранить тайны. Ваша энергетика, она тоже такова. Поэтому какие-то важные компромиссы вы все же можете здесь для себя наметить, по крайней мере, если решите какой-то вопрос, изучите, точнее, какой-то вопрос. Или сумеете в правильном ключе совершить важные разговоры. Да, где-то придется держать и баланс, и верить абсолютно точно в свою звезду. Помните, магами не рождаются, ими становятся. Именно благодаря тому, что прошли какой-то сложный период жизни. Но у мага все стихии в руках. У него нет ничего невозможного. И поэтому какая-то тема по части работы и по части личной жизни, она еще точно будет у вас продолжена. Но в другом ключе она должна быть продолжена. С вашей более сильной позицией. И где-то высшие силы вам в этом помогают. И даже если вы сталкиваетесь с какими-то неопределенностями, у вас достаточно сил пройти это. Но быть реалистом, а маг великий реалист, практик и материалист. Вам вот этими качествами обладать просто необходимо. Что-то очень важное у вас может быть в эти 10 дней на кону. Причем в любой сфере жизни. Но основа это, конечно, финансы, откуда они приходят, и личная жизнь. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.